Всем привет, это опять я. Но представляться уже, думаю, не надо. Меня и так уже все знают как облупленного. Решил я сегодня запилить такой выпуск без прикрас. Все любят слово бушкрафт. Вот, наверное, назову его, этот ролик, так: бушкрафт без прикрас, как оно есть. В общем, давайте по делу. Проснулся я сегодня в 7 утра, посмотрел в окно и охуел. Вот знаете, те, кто дети 90-х, ну я сам 91-го года, знают, наверное, телевизор, когда там родители включают или ты сам, а там вот эта вот хуйня идет бандитская, бандитский Петербург там и прочее поебень. Вот. И там все в таких, знаете, ну, не черно-белых тонах, а каких же серо-желтых, что ли. Вот, в серо-желтых тонах. Вот такая вот херня за окном. Ну, сами знаете, наверное, у вас за окном, вот посмотрите, такая же херня сейчас творится. Вот я посмотрел на все это и подумал, блять, надо в землянку валить. Потому что, ну, хоть там как-то душа радуется. А вот сейчас иду в лес, по лесу. Здесь весь лес, блядь, лысый. Как знаете, не с чем сравнить-то. Не жопа младенца, а вот мужики вот где-то годам к 50, когда уже начинают лысеть. Короче, престарелый мужик, около 50 лет, который пока еще отказывается признавать то, что он стареет. И у него вот эта вот хуйня вот торчит на голове, вот эти вот палки, остатки волос. И вот такая же херня сейчас вот в лесу. Но единственное вот зеленое, что это сосны. Остальное все лысое, просматривается далеко. И землянка моя, наверное, там видна, как хрен знает что. Поэтому иду туда, сейчас посмотрю, что там, как там. Может, туда кто уже приходил, может, не приходил. И эти мыши еще, от мышей все пытаюсь избавиться. Я уже им, наверное, килограмм этой отравы накидал. Они ее, знаете, они ее жрут и еще, по-моему, просят. Это не мыши, это какие-то терминаторы. Они добавки просят. Но я в прошлый раз туда еще серную шашку бахнул в печку. Может быть, после этого они ушли. Но это не факт. Я еще в прошлом выпуске-то обрадовался, так и назвал в ролике, что мыши-то вроде как ушли. Ролик выложил, опубликовал, а мне в комментариях пишут, что там в определенный момент в ролике, если посмотреть, там мышь пробегает. Вот. Ладно, сейчас дойдем до землянки, все покажу, короче. И да, хочу сразу некоторых огорчить. Сегодня я в землянку иду не въебывать, наконец-таки, а иду сегодня жрать и отдыхать. Я, короче, сегодня взял с собой котлеты мираторговские и взял с собой горячительного. Поэтому присоединяйтесь, давайте ко мне, накладывайте покушать, наливайте тоже себе чай или что покрепче. И увидимся в землянке. Подхожу к своему месту силы. Смотрю, трон на месте. Ничего не тронуто. Что там, Кузя? Кузя, привет. Так, и кормушка. Ну, как обычно, птицы не ели. Добро пожаловать, друзья, в мою лесную обитель. Ну, судя по тому, как разбросаны здесь дрова, которые я раскидал в прошлый раз, сюда никто, по всей видимости, не приходил. Но это и к лучшему. Вот. Трон, как видите, тоже мой стоит. Ничего с ним не случилось.
Некоторые в комментариях были недовольны строительством этого прекрасного трона. Писали, что его нужно ошкурить, там, облагородить. Что там еще? Маслом его покрыть, еще какой-нибудь херней. Я вот сразу говорю, вот те, кто вот это пишет, вот, идите нахер. Вот нахер идите вот из этого моего ролика. Я в первую очередь строю для себя, а не для тех, вот, кто сейчас на диване сидит и что-то там умничает. Поэтому трон этот мой будет таким, какой он мне нравится. Не ошкуренный, грубый, страшный, но мой лесной. Так, ну что, пойдемте смотреть, что там внутри. Сразу вот фонарик взял. Так, ну, это я оставлял печку открытой, я сюда эту серную шашку бросал. Это мое полотно для просмотра фильмов. Это мой умывальник. Это мой стол и мои 2 лежака. Ладно, сейчас разложусь, пообщаемся. Да, кстати, мыши опять сожрали просто всю отраву. Всю пачку я разбросал тут везде по углам отраву. Вообще нету ее. Все сожрали. Охренеть просто. В общем, я думаю, наверное, все поняли, что здесь в землянке все нормально. Никто сюда не приходил. Только мыши сожрали опять всю отраву. Но пока тихо, пока я не слышу их. На столе, кстати, какашек мышиных в этот раз нету. Это прям очень хороший знак. Но я на всякий случай все равно его сейчас протру. Вот. Сейчас бахнем чая с дороги. И будем топить печь. А по поводу топки печи, сейчас вам прикол расскажу. В общем, прикол, связанный с топкой печи. Я в прошлом ролике, ну как я обычно делаю, я беру вот пистолет, ну который, наверное, все знают, что это такое вот. Охренеть. В общем, вот этот пистолет я беру и разжигаю при помощи него. Так быстрее, удобнее, не нужно там мучиться, долго ждать. Особенно, когда, вот знаете, утром просыпаешься, здесь уже температура так достаточно сильно падает за ночь, печка остывает. Ну и, конечно, там с корой вот это вот все там, как вот красиво делают в роликах. Кору там разжигать, прочее. Это очень долго, муторно, а согреться хочется вот прям здесь, сейчас, скорее. Поэтому вот на помощь приходят вот такие вот чудо-пистолеты. Вот. Я обычно все время им пользуюсь. Выложил это в ролике, как вот я разжигал печку при помощи этого пистолета. И один чувак мне пишет, что ты, говорит, вообще не землянщик, не настоящий бушкрафтер. Настоящие бушкрафтеры разжигают при помощи огнива и разжигают при помощи березовой коры. Что ты занимаешься херней? Иди собери березовой коры, возьми огнево и вот сиди вот и разжигай. Слушай, чувак, ну ты вот здесь вот в землянке утром проснись, когда уже здесь все остыло. Вон, у меня пар идет изо рта. И вот сиди вот и дрочи это огниво. А я, пожалуй, займусь по старинке. Беру вот такую вот еще жидкость для розжига, чтобы было прям уж наверняка на скорую. Заливаю туда жидкость. Беру пистолет. И все. А вот с каким-нибудь огневым, представьте, сколько бы мне времени потребовалось, к примеру, с утра, чтобы вот так вот растопить печку. Я поражаюсь, кто эти люди?
Это, походу, люди, которые, знаете, насмотрелись очень много красивых видеороликов. Ну, там, естественно, все так очень красиво смонтировано, сделано. И человек начинает верить, что действительно вот так вот взял березовую кору, взял огниво, так раз поджег, и все, у тебя все уже комфортненько, удобненько. Хера с два. Еще по поводу обратной тяги в печи хочу добавить. Я уже, наверное, я не знаю, ну, в роликах 3 точно уже о ней упоминал, говорил, когда еще мы с Колей там мучились с этой обратной тягой из этой печки. Спрашивал у вас сколько раз. Говорю, дайте мне какой-нибудь толковый совет. Есть же по-любому какие-то печники, там, кто занимается печкой, там, прочие дела, которые знают, почему из этой печки херачит все время обратная тяга. Ну и что вы думаете? Вот эти все советы, это все одно и то же. Сводится к тому, что нужно здесь внутри трубу поднять, сделать ее длиннее, печку поднять повыше. И снаружи еще тоже говорят, удлини трубу, сделай ее длиннее. Ну, там сами, наверное, видели, я сейчас вставку сделаю, как там труба торчит, она очень здоровая. И здесь тоже достаточно высоко. Но обратная тяга в этой печке, это ее болезнь. Вот если ее открыть, я не знаю, может быть в ролике здесь видео незаметно, но дым все равно валит сюда. Отчасти из-за этого-то я окошко здесь открывающееся и сделал, чтобы проветривать. А обратная тяга в этой печке, потому что она кринжовая вот на самом деле, она недоработанная, что ли, или что. Точнее, знаете что, конструкторы этой печи, там внутри, если заглянуть, они сделали вот такой треугольный отбойник на выходе. Для того, чтобы циркулировало здесь это пламя и как бы дольше тепло сохранялось. Но может быть оно и сохраняется, это тепло, но обратная сторона этой медали, то что дым не выходит наружу, он циркулируется и валит сюда внутрь. Вот и все. А мне все время пишут про то, что там нужно мне что-то это делать с трубой. Я думаю, все уже вы поняли, догадались сами, что толку от ваших советов, как от козла молока. Не в обиду вам, конечно, сказано, но как есть, друзья, без прикрас. Поэтому предлагаю сейчас согреться. Согреться надо. Печка, вот всем она устраивает. У нее достаточно толстый металл. Она долго нагревается и достаточно долго остывает. У нее какие-то конвекторы есть там, которые тоже там тепло распространяют. Но вот единственный косяк у нее это вот эта обратная тяга, с которой пока не получается разобраться. Думаю, по весне как-то ее спилить, что ли, вот этот отбойник, или сделать дырки сверлом по металлу в этом отбойнике. Вот. Но вы все равно пишите комментарии. Знаете, что сделаем? Сделаем так. Будем читать эти все комментарии, и в следующем ролике я выберу самый кринжовый комментарий, и его в следующем ролике опубликую, и его обсудим. Конкурс самого кринжового комментария под этим роликом объявляю открытым. Вот. Ну, давайте теперь, наверное, согреемся. Так, чем согреемся-то? Чем согреемся? Согреемся мы с вами тундрой. Такую я еще не пробовал. Это ликер вишневый. Я забыл с собой тарелки, забыл свою любимую куксу. Пахнет вишней.
А закусим все это дело какой-то фельдеперстовой шоколадкой. Блин, холодно. Руки замерзли, открыть не могу даже. Как она открывается. О. Ну что, друзья, давайте будем. Ваше здоровье. Ее можно и не закусывать. А на травах. А по градусу здесь? Здесь 35 градусов. Неплохо так. В общем, на обед, на ужин, что у меня здесь? Чай, томаты черри, мои любимые, котлеты, про которые я говорил в начале ролика. Здесь 400 грамм, но мне хватит. И взял с собой еще лапшу пшеничную, я не знаю, японская. Попробуем, продегустируем сегодня с вами на обед и на ужин. Вот. А пока мы сейчас с вами, я что-то не распробовал, наверное, надо еще попробовать. Вкус такой пока размытый. Давайте. Чпонька. Вот сейчас помимо вишни чувствую еще какие-то травы. Ну, сейчас после тундры настроение поднимется. И может быть сходим снова с вами во враг, тот самый. Посмотрим там доски. И сделаем, может быть, из досок здесь на улице стол. Короче, бахнул я 2 рюмки тундры, и мне уже так хорошо стало, согрелся, тепло, настроение немножко так нормализуется, поднимается. Поэтому я решил, ну нахер этот овраг. Я сейчас представил туда ходить, это сейчас все пилить, это таскать, это яма копать для того, чтобы столбы эти поставить. Короче, очень много работы, поэтому ну ее нахрен, эту работу. Займусь-ка я лучше дегустацией лапши удон. Сготовим сейчас с вами по 2 котлеточки, поставим лапшичку, украсим все это томатами черри, ну и смажем, конечно же, ликером тундра. Удон закинул, а вот мешать мне его нечем. Я все столовые приборы, в том числе и тарелки, сегодня забыл.
Поэтому сейчас будем заниматься настоящим мужским бушкрафтом. Ну а настоящий мужской бушкрафт будет заключаться в том, что сейчас мы с вами найдем подходящую палку и попробуем сделать из нее что-то похожее на ложку, чтобы можно было ей мешать приготовленные блюда. Ну, как всегда, она у меня получится страшная, грубая, неотесанная, поэтому особо впечатлительных зрителей я прошу отойти от экранов. Вот такая вот уродская палка-мешалка у меня сегодня получилась. Я ее сейчас еще обожгу предварительно горелкой, чтобы всю заразу убить. И ей буду пользоваться как палкой-мешалкой, как ложкой. В общем, пошлите обратно, а то здесь холодно. Вермишель у меня уже готова. Поставим теперь котлетки. Вот так вот они симпатично выглядят. Это из говядины котлеты. Сейчас котлеты изготовятся, и можно будет садиться обедать. Жар какой сильный-то. Так, друзья, блюдо мое готово. Это японская лапша удон. Выглядит она, конечно, так себе. Похоже на какую-то мочалку, если честно. Но ее нужно было слить в воду хорошенько. А в таких походных условиях ее здесь, конечно, хорошо так не сольешь. У меня здесь нет дуршлака. На вкус, я не знаю, на вкус, наверное, лапша как лапша. Но она какая-то пшеничная. Если что, это не реклама. Взял, что было. Да, нормальная. У меня, кстати, еще и приборов-то нету, поэтому я палки нашел, их обжег на улице. И вот, ну, должно соответствовать. Все-таки бушкрафт же. И плюс японское блюдо нужно есть палочками. Котлеты попробовал уже. Ну, котлеты как котлеты. Есть можно. Так, думаю, все со мной согласятся, что нужно все это дело смазать. Смажем, как всегда, тундрой.
Всем приятного аппетита! Сейчас вспомнил еще один ржачный комментарий, который, ну, по крайней мере, 2-3 раза точно мне уже попадался. Сейчас. Так вот, комментарий касается поглощения пищи. Так вот, соль этого кринжового комментария заключается в том, что когда я в своих роликах сажусь обедать, либо ужинать, ну, я всегда желаю всем вам приятного аппетита и употребляю такую фразу, как «кушать». И меня зачастую поправляют, говорят то, что не кушать надо к себе употреблять фразу, а есть. Объясняют это тем, что кушают дети, младенцы, а едят взрослые люди. Ну, ты же вроде бы как не младенец, ты взрослый человек, поэтому нужно употреблять фразу «ем». Я хочу ответить этим зрителям, то что у меня бывает два настроения. Оно либо херовое, либо у меня настроение позитивное. Так вот, когда у меня хреновое настроение, я говорю, я пошел жрать. Ну, я думаю, и многие из вас употребляют эту фразу, чего темнить. Ну, а когда у меня настроение хорошее, позитивное, я говорю, что я иду кушать. Вот и все. Ну, а вот эти все придирки, это, я считаю, необоснованным. И сами же эти люди, я думаю, зачастую просто придираются к словам. Поэтому в очередной раз хочу послать нахер вот этих вот людей, которые меня поправляют со словом «кушать» или «есть». А остальным всем моим зрителям хочу пожелать приятного аппетита. В общем, время сейчас 3:30. Через час уже начнет темнеть. Сейчас темнеет рано. А дрова у меня уже заканчиваются, друзья. Поэтому нужно заготовить дров на ночь, чтобы ночью и под утро было комфортно, тепло спать. Ну и как всегда, для этого я использую свою любимую электропилу от фирмы Redwerk. Мне она очень нравится за счет того, что она легкая, компактная и не нужно никакой бензин вонючий таскать с собой. А также топор от фирмы Fiskars. Я, кстати, заметил, что многие блогеры пользуются таким топором. Ну, их много видов. Есть чуть побольше, есть чуть поменьше. Но зачастую замечаю ролики, в которых хейтят, жалуются на топоры от фирмы Fiskars. Я не знаю, что им особо не нравится в них. Я не такой сильный знаток, специалист в топорах, но могу, основываясь на своем опыте, сказать то, что для себя лучше топора я не находил, по крайней мере. Я покупал топор, может быть, видели в одном из роликов, такой хороший, красивый, с гравировкой топор. Где-то тысяч за 5, что ли, я его взял. Строили мы ее с Колей этим топором первую землянку. И в итоге топорище у меня вылетело. Пользовался я им буквально там, я не знаю, наверное, полгода, не больше. Ну, в общем, не топор, а дерьмо полное. А вот этому топору от фирмы Fiskars уже, наверное, лет 7, не соврать. И ему вот хоть бы хны. Он легкий, он удобный. Его только подзаточить нужно немножко, и все, и пользуйся. Таскать его, в общем, проблем никаких нету. Поэтому вот все, кто говорят, что Fiskars говно, да сами вы говно на самом деле.
Фискарс офигенная фирма. Это не нашинские вот эти вот ручные топоры, которыми можно попользоваться буквально полгода. И они приходят в негодность. Ладно, что-то я запиздился, пойдемте за дровами.
Палками этими, конечно, жрать то еще извращение. Как китайцы едят этим на постоянной основе, я не знаю. Так, ну, дров мы с вами заготовили, друзья. На следующий раз точно хватит. Я продолжаю жрать котлеты. Удон я не стал уже вторую порцию варить. Если честно, он мне не очень зашел. Котлеты лучше. Вот. Котлеты я жру и запиваю тундрой. Все, что хотел, в общем, сегодня показать вам, я показал. Ну и, как и полагается, в лучших традициях бушкрафта, сейчас буду ложиться спать, а утром проснусь после допитого лекарства с опухшей рожей и расскажу вам, как прошла у меня ночь. Всем до завтра. Блять, как этим едят. С добрым утром, народ. Время сейчас 10 часов утра, а лег я где-то примерно в час ночи. Ну, в итоге проспал почти 9 часов. Но я просыпался периодически из-за того, что переживал то, что мыши по мне лазить будут, прыгать. Но потом как-то я на это дело забил, успокоился и уже проспал крепким сном до 10. Ну их, кстати, по-моему, и не было вообще, я не слышал. Вот, за окном все так же там серо, мерзко и гадко. Вылазить пока отсюда я не планирую. Но носом чувствую, что в землянке сейчас холодно. Видимо, все равно выдувает отсюда тепло. Щели еще есть, их много. Поэтому нужно, наверное, пену, еще баллоны эти с пеной покупать и проходиться еще хорошенько, чтобы отсюда тепло не выходило. Ладно, сейчас буду вылазить, собираться с силами, завтракать, топить печь, и уже за завтраком с вами увидимся. В общем, еще раз всех с добрым утром. Затопил я печку наконец-таки. Обратная тяга у нее все так же тут херачит. Сижу как ежик в тумане, дышу дымом и завтракаю йогуртом с ножа. Наверное, какой-нибудь умник сейчас напишет, то, что нужно просто сходить в лес, подобрать правильную породу дерева и при помощи ложкореза вырезать себе ложечку. Это очень просто. Но я воздержусь от такого приключения и лучше позавтракаю ножиком. Вот. Наверное, еще поинтересуется, не болит ли у меня башка после тундры. После тундры башка здесь болеть не может, потому что я нахожусь на природе, и здесь свежий воздух, ну и в принципе это невозможно. Вот. Нужно сейчас еще снова сходить за дровами, колоть дров, нарубить, потому что я вчера все уже пожег почти. И буду отправляться в путь. А в следующем ролике, я думаю, уже мы все-таки доберемся с вами до оврага. Напилим там досок и сделаем хороший добротный стол возле землянки. А пока буду отправляться домой. И увидимся в новом с вами ролике. Поэтому, если ролик этот понравился, зашел вам, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. В любом случае, это продвигает канал. До новых встреч, до новых приключений, друзья. Всем пока.